Всем доброго вечера. Итак, дорогие друзья, сегодня решила снять во дворе лекцию нужную, полезную, как, впрочем, и остальные лекции и работы. Хочу вам сказать, что до меня никто никогда не говорил о понятиях печати, клеймо, метки. Но после моих лекций очень похожие встречаются ролики, в которых сказано о каких-то метках, печатях. Правда, так, в перевернутом формате. Некоторые стараются переделать, чтобы прям напрямую их не поймали. Некоторые не утруждают себя. Конечно, это звучит очень фальшиво и смешно, потому что когда это не твое, не твои знания, мы, в принципе, все получаем свои знания из разных источников. Из подсознания, если это творческие люди, подсознание ведет, некая сила ведет их вперед, да. Например, картины пишут творческие люди. Это нигде не написано точная техника. Есть, конечно, некоторая инструкция, но точную технику тебе никто не даст. Это должно быть тебе дано. И подсознание ведет, показывает талантливому, гениальному иногда человеку, например, художнику, как изображать, то есть изобразить, да, неправильно сказал, как изобразить ту или иную сцену природную или лицо человека, неважно, так, чтобы это было реалистично. Как на полотнах Айвазовского, например, как море словно замерло. И причем он писал море, писал эти полотна без присутствия моря. Он дома писал по памяти. Это гениальность, правда? Никто не скажет и не сможет научить, как это сделать. Это невозможно. Технику выполнения, да. Исправить твою работу, дополнить, улучшить возможно. Но прям полностью тебе объяснить, как это сделать, нет такой инструкции. Это должно быть дано. Это внутри человека. Подсознание. Вот источник. Неизвестный источник, но он существует извне понимания человеческого, ментального, вот где-то там, духовного мира получает информацию человек. Второй источник – это книги, которые мы читаем в детстве по своему желанию или по научению, или по неволе, или по заставлению. Но в любом случае мы читаем, изучаем. Это второй источник, то есть литература. Третий источник – это то, что мы видим вокруг нас. Это даже не жизненный опыт. Опыт – это все-таки пережитый тобою. Ну, это все, что касается вокруг, все, что мы видим. Общество, жизнь нашей семьи, жизнь нашего общества, нашего села, если мы родились в селе, жизнь города, жизнь других, разговоры, сплетни, там различные источники и так далее. И еще один источник – опыт. Это уже то, что мы пережили. И все это вместе, когда собирается, это наше знание. То, что мы можем этому миру сказать, отдать. И, естественно, есть разные источники. Все это пропускает через призму нашего сознания и выдается. Но когда человек сам это не понял, не достиг этого, не дорос до этого, а просто, знаете, как ученик 4 класса берет, например, программу института и пытается выдать и объяснить. Это получается нелепо. То же самое здесь, когда люди, не понимающие в этом ничего, увидели очень интересную тему и пытаются выдать за материал, который сами якобы, вот они сами пришли к этому, это выглядит фальшиво. Так вот, я о том, что вот эти печати, клеймо, значит,
метки и прочее, для чего мной было раскрыто? Понимаете, я говорила и повторяюсь, люди, которые обретают известность благодаря своим талантам, кто-то своим знаниям, кто-то, может быть, своей актерской игре, кто-то там хорошо готовит и прочее, и так никто не может, не умеет и показывает. У каждого свои таланты, и каждый свое слово говорит этому миру. Эти люди находятся между Сциллой и Харибдой, между вот теми двумя чудовищами, когда Одиссею предложили выбрать, возле какого чудовища он хочет плыть. Сциллы или Харибды. Харибды, которая находилась в воде, насколько я помню, как водоворот, только он такой страшный, страшное чудовище, которое проглатывало корабли. Или Сцилла, которая 9 голов или 13, сейчас не помню, которая точно так же хватала людей и проглатывала. То есть проплыви любое вот на выбор, который хочешь. То же самое жизнь. Либо ты уходишь в безвестности, и никто тебя не знает, не помнит, никак ты себя не реализуешь в этой жизни. Это не говорит о том, что обязательно каждый человек обязан быть знаменитостью. Нет. Но каждый человек обязан что-то делать в этой жизни. Он должен что-то из этих функций, которые на него наложили, что-нибудь из этих функций выполнить. Семью не создал, карьеру обязан создать. Карьеру не создал, семью должен хотя бы создать. Да, понимаете, что-то должен в жизни делать. И когда человек что-либо делает, чего-либо добивается в жизни, он сразу проплывает возле этих чудовищ. То есть, если ты никто и звать никак, это нехорошо. Вроде бы ты зря пришел в этот мир и зря уйдешь. Бесполезно жил. Если ты что-то создал, сделал, тоже нехорошо. Обязательно шквал грязи будет лететь в твою сторону, вот этот ушат грязи. Обязательно найдутся завистники, обязательно найдутся те, которые украдут твои труды, присвоят. То есть вот непонятно, как лучше быть в этом мире. И поэтому взять, сказать о магии, знаете, как некоторые идут, гавкают на меня сами. Когда спрашиваешь, а вы вообще, где ваши знания, а ваши работы, а ваши труды, а ваши заслуги, а у вас есть право этого человека там обсуждать? Они сразу, вот, мы все знаем, мы тоже понимаем, но нельзя об этом говорить. И это, естественно, вызывает смех, потому что кто тебе поверит? Ты должен сначала доказать. Вот я скажу, вот этот врач плохо оперирует, вот он такой-сякой, меня спросят, а вы кто, вы доктор? У вас есть там опыт работы в медицине, вы тоже оперировали, вы в этой сфере что-то понимаете? Нет, я ничего не знаю, никогда ничего не делала, я вообще понятия не имею, но я знаю, что он неправильно делает. И как ко мне отнесутся, наверное, как душевно больной, правда? Ничего не знаю, не понимаю, но вот он не хороший. То есть мы сталкиваемся с этим в жизни, когда люди, которые ничего не знают, не понимают, обсуждают другого человека, при этом говоря о том, что они-то знают, но об этом говорить нельзя. Чушь собачья. Если я говорю о магии, либо я должна говорить просто подробно, объяснять практически, можно сказать, все сферы магии, либо вообще ничего не говорить. А так, знаете, я знаю, я все знаю, только нельзя говорить об этом. Это не прокатит. Или молчи, или говори полностью. Есть, конечно, вещи, которые нельзя говорить и показывать, и запретный ритуал. Это понятное дело. Но и то практическую часть нужно объяснять, почему нельзя это показывать, из-за чего запреты и что это означает. Так вот. Теперь о печатях. Многие люди, которые приходят, у многих из них проблема не в каких-то порчах и проклятиях. Хотя, может быть, это и бывает, но это причинно-следственная связь в основном. Изначально, почему эти порчи липнут к нему? Изначально, почему эти проклятия к этому человеку липнут и сопровождают? Потому что у него изначально есть нечто такое, с чем он родился.
Если есть, не у всех подряд это есть. Но печати, клеймо, родовые программы, так называемые, и многое другое. Это все очень сильно влияет на нашу жизнь. И за 2000 лет появления религии, когда религиозные войны, когда обращение к Богу, страдания, от которого страдания получаем, да, получали те, которые обращались, это привело к тому, что человечество погрязло. Человечество страдает от этого всего, но дальше идет молиться, дальше идет поклоняться страданиям, дальше идет поклоняться безысходности, тупику, понимаете? Странно это. Но так устроен человек. Он не хочет размышлять, он не хочет думать, он ленив. 90% так называемых верующих людей всех религий, 90% понятия не имеют, кому они верят, что говорит их религия, о чем их святая книга, понятия не имеют. Но по привычке верят. Родители были христиане, мы тоже. Родители были мусульмане, вот мы тоже. А спрашиваешь, а какие-нибудь принципы своей религии вы знаете? Нет. Вы подписываетесь под контрактом, который не читали. Вот это идете в банк, берете кредит, а там написано, если кредит не закроете за 3 месяца, значит, обязаны будете отдать своих детей. А вы даже не глядя, просто подписались, отдали, лишь бы вам сейчас деньги дали. То же самое и там. Вы идете добровольно, кладете голову на плаху. Ваши родители, ваши деды и бабушки, да? А там что сказано? Готов ли ты страдать? Да. Господь сказал, я буду страдать, и вы страдаете. Согласны ли вы идти по пути Господу и страдать? Да, согласны, лишь бы быстрее покреститься, пойти порвать 3 баяна, выпить, потанцевать. То есть, понимаете, как вашу свободу покупают за мимолетные там несколько часов гулянки? Вы приняли этот контракт, а потом говорите, да почему мы так плохо живем-то, а что случилось и так далее. Советую и вам посмотреть мою лекцию «Почему Бог не слышит меня». Это раз. Во-вторых, печати, ведьмина изба. Клеймо, ведьмина изба. Метка ангела смерти, ведьмина изба. Просмотрите, если вам интересно. Печати разные, некоторые в чем-то схожи. Есть какая-то схожесть, но в принципе они разные. И с этими печатями мы с вами рождаемся, потому что награждают нас наши предки, которые натворили делов всяких, которые отправили на плаху целое поколение в эти церкви. Я вам скажу одну вещь удивительную. Я уже в котором поколении не крещенная. Мои бабушка с дедушкой не крещенные были. Их родители были не крещенные. Почему-то отрицали, не хотели идти. Моя прабабушка вообще не хотела. Я не помню, чтобы она когда-нибудь говорила про храм или что. Терпеть не могла, не любила. Она говорила, если бы этот Бог там видел, в 15 году моих родителей, брата, сестру и всю нашу родню бы не вырезали. Она протестовала против этого и говорила, я не хочу такого Бога, который нам столько страданий дал. И была права. Вы можете пойти к врачу, который вас не лечит, а делает еще хуже. Вместо того, чтобы вылечить простуду, он вырезал вам ногу, а вы еще раз пошли к нему. Логика где? Бог, который за 2000 лет вам не дал счастья, вы снова идете ему молиться. Вот отсюда и всякое клеймо, и всякие, знаете, различные там печати. Но и не только отсюда. Причин много, но основное количество именно из-за этого. 2000 лет человечество абсолютно загубило себя в моральном плане, обнищало в моральном плане. Возвели культ личного наслаждения. Родина рушится, ничего страшного. Главное, наслаждайся, радуйся. И песни, пляски, все об этом. Радуйтесь сегодняшним днем, завтра что будет, вообще не важно. Очень важно, потому что вот как наши предки, скажем так, не учли этот момент.
И мы с вами рождаемся с этим клеймом, всякими разными печатями. Точно так же и вы, не учитывая личный духовный рост и правильную жизнь, соблюдение правил мироздания, вы точно так же обрекаете своих потомков на то, что они родятся с этим клеймом и печатями. Понимаете, о чем речь? И вот про эти печати впервые мной было сказано. Я продолжаю эту тематику. Хочу с вами поговорить сегодня о такой печати, как Дитя Смерти. Меченные ангелами смерти, есть какая-то очень незначительная схожесть, там совершенно другое. Если кому интересно, откройте, посмотрите. Меченные ангелами смерти преследуется смертью. Дитя смерти защищается смертью. Вот разница весомая. Итак, кто такие дети смерти? Или кто такое дитя смерти? Кто это? Какой это человек? Один из известнейших людей, которую называли дитя смерти, это Екатерина Медичи. Черная королева Франции. Я как-то снимала о ней. Есть у меня историческая лекция. Мать умерла через 3 дня, насколько я помню, после родов. Это называется родовая горячка, и этим страдали многие женщины. Это отравление крови, я так понимаю, после родов. И многие женщины Средневековья от этого умирали. А отец умер в течение нескольких месяцев, что ли. Где-то так. Она выросла и воспитывалась дядями, тетями. У нее было солидное приданое, но в любом случае она была дитя смерти. Ее так и называли. Говорили, что ее рождение уничтожило ее родителей. Есть в армянской мифологии такой эпос Давид, который родился у князя Мегера и его жены. Они были уже в возрасте, и у них не было наследника. И как-то отец увлекся египетской царицей, и там родился Мелик, то есть незаконный сын князя Мегера. И когда он понял, что когда-нибудь его незаконнорожденный сын вырастет и пойдет на Армению, он сказал: а кто же его остановит? У меня же нет наследника в Армении. Он как бы пришел в себя, очухался от этого. А его супруга, обиженная его изменой, значит, дала обет, поклялась, что 40 лет не допустит его к своей постели. Вот в момент гнева, обиды она это произнесла и дала такой обет. И когда он вернулся, он сказал, что очень просит родить ему ребенка, но жена не подпускала к себе. И тогда они пошли к священнику, который снял этот обет. Но она сказала: в любом случае ты зря это делаешь, потому что мы умрем. Мы переступили через этот обет. Они уединились, она забеременела, родила сына, назвали Давид, и в течение 3 дней они с женой ушли. Давид был дитя смерти, и все вокруг него умирали. Все, кого он любил. Теперь вернемся к Екатерине Медичи. Это уже реальный персонаж, не мифический. Хотя в мифологии тоже, знаете, не все мифическое, и там есть определенная реальная почва рассказов. Екатерина Медичи потеряла родителей. Потом она потеряла мужа. Он в молодом возрасте погиб во время игр от копья. Хотя он ее не любил. У него была любовница Диана де Пуатье. Про это, я думаю, вы знаете. Ну, читали историческое, да.
реальность историческая, жизнь исторических личностей. Она потеряла своих детей друг за другом. Именно смерть уносила всех, кого она любила, с кем она дружила, кому привязывалась. Даже ее любимых кошек и собак смерть уносила очень в раннем возрасте. Но она сама умерла в достаточно таком солидном возрасте для тех времен, 67, что ли, лет, где-то так. Тогда королевы не перешагивали 40-летний рубеж. Время было такое. И если посмотреть на примере таких, как Екатерина Медичи, у которых в маленьком возрасте умирали родители и умирали близкие все, практически у всех одинаковая жизнь, одинаковый характер, одинаковая судьба, очень много схожих таких моментов. Дитя смерти – это люди, у которых родители умирают рано. Если не прям после рождения, в любом случае рано. Они еще молоды, а родители умирают друг за другом. Потом друг за другом уходят братья, сестры, бабушки, дедушки, мужья, дети. Но дети могут и остаться, в принципе, они могут уйти молодыми и после их смерти. То есть в любом случае практически всех они теряют. Рождается человек с этой печатью смерти. Это ребенок смерти. Смерть заменяет этому человеку родителей, любимых, друзей, всех. Смерть ревнива. Она не отдает свое дитя никому, ни на воспитание, ни на супружество. Оберегает. Устраняет всех, кто приближается к этому человеку. Этот человек добивается карьерного роста. Как правило, это люди, состоявшиеся в жизни. Они многого добивают. Среди них есть очень много известных людей, у которых все ушли. Все. И они в итоге остались совершенно одни. И в этих лучах славы и все, имея имущество, деньги, бриллианты, прочее, наследство большое, наследие творческое, оставили совершенно чужим людям и ушли. Ушли, потому что некому было оставлять. Не потому что они не родили детей, а потому что просто некому было оставлять. Все ушли. До их смерти ушли все. Как правило, это долгожители. Они сами. Как правило, у них отменное здоровье. Они не жалуются на здоровье. Ну да, бывают возрастные какие-то, естественно, там слабость и так далее. Но, как правило, это здоровые люди. У них нет вот этих постоянных болячек. У них постоянных, вот в отличие от меченые ангелом смерти, которых смерть пытается забрать, и они все время встречают на своем пути смерть, все время лечатся, все время убегают от смерти. В этом случае эти люди отменного здоровья. И они не боятся смерти. Смерть их лично не преследует, но она их охраняет. Смерть уничтожает всех, кто лишнее сказал, кто перешел границу, кто приблизился, кто захотел там ими пользоваться или полюбил. Забирает беспощадно. Значит, есть определенные приметы этих людей. Я сейчас перечислю, и те, которые себя узнают, они поймут, о чем речь. Во-первых, во сне они разговаривают. Очень много. Вообще, разговор во сне, хочу вам сказать, что это не всегда пережитые в течение дня какие-то эмоции, которые, как правило, мы говорим. Вот во сне человек с кем-то разговаривает, что-то пытается объяснить, или кого-то видит во сне. Не всегда так. Чаще всего во сне, если человек разговаривает, это мертвые выходят на связь и через него пытаются сказать миру живых, что они хотят сказать. Если человек иногда разговаривает во сне, это одно.
Если человек постоянно разговаривает во сне, это совершенно другое. И, как правило, это именно у тех людей, у которых это печать, дитя смерти. Через этого человека мертвые выходят на связь. Во время сна они, пользуясь его телом, грубо говоря, физическим, пытаются сказать живым что-то. Иногда говорят на непонятном языке. И близкие иногда ради интереса берут и записывают разговор. Совершенно на каком-то непонятном языке, на котором он очень уверенно, очень четко разговаривает. То есть это не просто какая-то там болтовня или там тарабарский. Нет, это какой-то язык, ушедший, вымерший язык. А может быть и язык, который существует, то есть на нем разговаривают, действующий язык, но этот человек никак не мог знать, там, например, испанский, итальянский, живя там в России, где-нибудь в периферии, в Сибири, понимаете? Ну, никак. А он говорит на этом языке. Первое. Частые разговоры во сне. Второе. Лунатизм. Как правило, 90% из того, что я перечислю, совпадает. За редким каким-то исключением. Иногда 100% совпадает. Лунатизм. Если кто-то лунатик, пусть сразу не перечисляет себя к этому, то есть к клейму дитя смерти. Я хочу, чтобы вы поняли, что если какие-нибудь там из этих примет, одно или две, совпадает с вами, это не повод себя туда причислять. Самое главное, что я сказала, это смерть вокруг этого человека. Это собаки мои тут перевозбудились. Летом им скучно, кто-нибудь пройдет, все, концерт. Итак, лунатизм. Причем эти люди могут выйти из дома, пойти очень далеко. Они могут ночью встать и снять стекло, разбитое с окна. И очень опасные вещи творить. То, что они в трезвом разуме никогда бы не сделали. Далее. Тяга к мрачным тонам, к черным тонам. Любовь к ночному времени. Они успокаиваются. Ночью они активны, и ночью они спокойны. Это их время. Они не боятся идти там через парк ночью, нарезать километры. Свет для них губителен, не любят они свет. И днем они абсолютно неактивны, очень пассивные, уставшие. У них проблемы с глазами. Либо плохо видят, либо, скажем так, к среднему возрасту у них начинает падать зрение, причем очень стремительно. Потому что они, по сути, наполовину в мире духов. Они видят тени, ощущают присутствие кого-то. Но это не есть сила, это не есть видовская сила, либо что-то такое. Нет. Просто им дано внутренним чувством, внутренним чутьем, они чувствуют силы смерти вокруг себя. Любят гулять по кладбищу, пока их не выгонят оттуда. Не выгонят, причем духи. Потому что они начинают спотыкаться, или ощущение такое, как будто толкнули в спину. Их выгоняют иногда с кладбища. Но на кладбище они хорошо себя чувствуют. Вы можете таких людей видеть, например, на городских кладбищах, там больших, где открыто, там или дорога идет посреди кладбища. Вот они там сидят, книгу читают в этом парке возле кладбища. Они чувствуют себя хорошо. Любят уединение, не любят компании. Не любят вот эти шумные вечеринки. Им это не интересно, с малых лет не любят. Скрытые дети. Если в детстве заходить к таким детям в комнату, будет целый скандал. Они не любят, когда без стука заходят, без предупреждения, когда наводят порядок. Потому что у них огромное количество всяких картин, всяких рисунков, всяких каких-то мифических существ они рисуют и так далее. Они не любят, когда лезут в их внутренний мир. Это скрытые дети.
В детстве у них очень часто появляется невидимый друг, с которым они играют, разговаривают, ссорятся, что-то там болтают и говорят, что они не боятся, потому что рядом со мной там Марина, Даша, Оксана или как-то еще именно называют имена. Они видят их. Часто видят смерть вокруг себя, смерть других. Ну, например, аварии. Постоянно им встречаются аварии. Где-нибудь возле магазина дедушка упал, умер. Вот они подбежали, скорую вызвали. Умерших птиц, кошек растерзанных, собак, которые умирают. Они очень сочувственные. Именно кошкам, собакам, добрые души. Подходят, пытаются помочь, но не всегда получается. Но иногда, когда они слезно умоляют, начинают плакать. Например, в детстве там собачку нашли, привели домой, лечат, и она начинает умирать. И вот она начинает ребенка колотить, трясет, ребенок начинает плакать, кричать, значит, просит, чтобы собака не ушла. И вдруг собака возвращается к жизни и живет достаточно долго. Смерть слышит плач своего ребенка и жалеет. Вот как родитель, например, пожалел бы, когда ребенок плачет, когда любимую игрушку отбирают, вот точно так же сила смерти жалеет. Они могут поплакать, например, вот друг болеет. И заметьте, у таких детей с детства друзья сердечники, склонные к онкологии дети, такие с ДЦП и так далее. Нездоровые дети, которые могут недолго прожить. И они могут заплакать, узнав, что друг, например, умирает в больнице, поплакать всю ночь, а утром окажется, что вот он не умер, что врачи дают какую-то надежду, и он еще проживет. То же самое смерть слышит просьбу, плач и помогает. И вокруг этого ребенка с детства собирается столько смертей, что вся его жизнь, все его воспоминания – это только смерти. Вся родня там. Вот огромная семья, и потом через, например, 10-15 лет она заходит домой, полная пустота. И вот этот шум, гам, разговоры, заходит, открывает дверь. Вот ноутбук брата, он погиб там год назад. Вот вещи мамы, она умерла молодой, например, вещи до сих пор висят. Вот там папина куртка, он повесился, еще что-нибудь. Вот кукла сестренки, она в детстве утонула. Понимаете, вот человек заходит в совершенно пустой дом, и везде вещи умерших, которые напоминают ему о том, что когда-то эти люди жили. Она не любит менять ничего, или он. Не любят они переставлять, отдавать вещи, они все хранят. Вокруг них вот эта смерть, сила смерти, воспоминания, фотографии старые и абсолютная пустота. Он будет жить долго, но все вокруг него умирают. В нем есть, сочетается жестокость и доброта. Двоякий человек. Может очень жестоко отомстить, а может очень страшную вещь, например, страшное преступление против него, великодушно простить и забыть. Безупречный вкус у этих людей. Они с иголки одеты. Не обязательно очень богато, но всегда со вкусом. Никаких излишеств. У них всегда деловой костюм, у них всегда вот красивая внешность, ухоженная внешность. Внешность может быть у них разная, то есть они могут быть и красивые, и не очень, а иногда совсем дурнушки. Но одежда, манера разговаривать, начитанность чрезмерная, очень они часто уходят в себя и уделяют время своим, скажем так, интеллектуальным этим, знаете, наполнению интеллекта, головы, мозга, много читают. И поэтому они настолько интересные люди, захватывающие, с ними так интересно беседовать, говорить, что люди могут и не заметить их некрасоту. Но стиль у них есть. Безупречный. Я еще раз вам говорю,
от него не уходит никуда никто. Они умирают. Это не говорит о том, что если с такими людьми дружить, вы обязательно умрете. Нет. Но основное количество близких, родных, любимых людей вокруг этого человека уходят. И уходят в раннем возрасте. Практически все родные, близкие, любимые на кладбище. Этот человек любит постоянство. Не выбрасывает старые письма, даже записки там. Вышла в магазин, скоро буду. Написанное, например, не знаю, бабушкой, предположим. Вот бабушки, дедушки, у них более-менее дольше остаются даже, чем родители, братья и сестры. Хранят они. Как правило, эти люди могут быть историки, литераторы, художники, писатели, певцы, творческие натуры. Мало среди них вы встретите там бухгалтеров, юристов. В основном это люди творческие. Они живут в каком-то ином измерении. И вот эта сила смерти, она ведь раскрывает ему эти все вот пространства, эти все невидимые миры для наших глаз. Не то, чтобы прям видят они это все, но подсознательно они эту информацию впитывают, и они могут замечательные картины писать. Или сесть такую фантастическую работу написать, там, книгу, что все будут в восторге. Эти люди однолюбы. У них одна любовь, и если когда-нибудь случается, что, скажем так, они находят еще кого-нибудь, устраивают свою жизнь и прочее, то это тоже надолго. Очень долгое время должно пройти, чтобы эти люди решались на новые отношения. Они не влюбчивые, они однолюбы. Как правило, могут хранить верность ушедшему супругу или супруге долгие годы. Этим людям снятся пророческие сны. И вот один в один у них происходит. Вот как они увидели во сне, как человек выглядел, какая была встреча, что они там ели, как они разговаривали. Полностью скопируется в жизни. Очень часто они это видят. Их предупреждают. На этих людей нападений не будет никогда. Никаких нападений, желаний там убить или насилия. Нет. У них этого нет. Они, как правило, очень, скажем так, возлелеянные дети. Они очень любимы своими родителями, бабушками, дедушками. Они дома очень друг с другом любезно разговаривают. Мамочка, папочка, доброе утро, спасибо, мои хорошие, золотые, сладкие и так далее. Вот интеллигентно очень. Те, которые сейчас скажут: ой, я знаю таких людей, у них там вся семья алкаши, и все ушли. Нет, это не дитя смерти, это дитя алкашей. Это разница очень большая. Я вам сейчас говорю о понятии дитя смерти. Откуда берется это клеймо? Это не объяснить, есть несколько различных версий, что если, например, когда-нибудь в семье пожертвовали ребенком ради спасения, а такие страшные времена бывали в истории человечества, когда не кормили маленького ребенка, был голод, чтобы другим детям дать, вот этому новорожденному не дали. И он ушел. И впустили смерть свой род. Когда эта смерть начнет действовать, когда уже сам будет забирать детей, большой вопрос. Таким поведением они впустили смерть в свою семью, в генетику. Либо убегали, ребенок болел, не взяли ребенка. И такие бывали моменты в жизни человечества, когда приходилось матери жертвовать одним ребенком, оставить его, потому что он своим криком мог привлечь внимание, и тогда никто бы не спасся. И младенца оставили под деревом и ушли. Впустили эту смерть в мир. Отдали добровольно ребенка смерти. И она пришла, и она считает себя вправе теперь дальше забирать, как хочет, кого хочет, когда, кто понравится. А поскольку это его дитя,
Он не хочет, чтобы у его, то есть ее дитя, были другие родители, родственники. Это ее ребенок, все. А вы идите дальше. И всех забирает, всех убирает, а вот этого вот любит, поднимает, помогает, дает творчество, красоту, вкус, все что угодно. Это мой ребенок. Он будет жить, он станет известным, и у него, кроме меня, никого не будет. Понимаете, о чем речь? Когда это случилось, в каком поколении? И когда смерть решила прийти, не обязательно, что после того, как это случилось, тут же смерть пришла, и все стали дитя смерти. Нет, эта смерть может прийти через 100 лет. Она уже впустилась в это родовое гнездо. Я вам говорю, что люди, нарушая какой-либо закон мироздания, сами не замечая, не зная этого, или понимая, да, как незнание закона не освобождает от ответственности, но иногда и понимая, осознанно идя на некие шаги, они впускают смерть в свою вот эту родовую программу, и все. Или смерть, или наказание, или клеймо, или темных духов. И получается та самая печать, то самое клеймо, та самая метка, от которой потом приходится их потомкам избавляться. Далее. Они любят антикварные вещи, старые вещи. Их привлекают все старое, старина. Вот этот вот тлен. Ушли, но от них осталась память. Коллекционируют, например, фотографии старых звезд, ушедших давно. Любят, например, фотографии памятников, рассматривают с большим интересом. Причем надгробные памятники чаще всего. Вот это вот фотографии постмортем, да? Мортон, неправильно сказал. После смерти фотографии в Англии было так принято одно время. Единственная фотография могла быть этого человека, поэтому после смерти фотографировали, иногда в полуразложенном состоянии. Сидели все, улыбались, держа за руку. Страшная вещь, конечно, но вот у каждого времени своя мода, даже если она у нас вызывает чувство ужаса. Мрачные тона в доме, как правило, знаете, напоминает средневековый замок. Они не любят всякие там эти обои с цветочками, какие-то загогулины. Поскольку они обладают замечательным, отменным вкусом, эти люди могут быть очень хорошими архитекторами, они могут быть очень хорошие модельеры, они могут быть очень хорошие дизайнеры. И так вот запланировать, показать, и так сделать и у себя, и у своих близких, и друзей. Настолько из простых вещей могут создать такую атмосферу, например, комнаты, как будто бы ты заходишь в такой средневековый замок, а там, не знаю, папье-маше, краска, какие-то там простые вещи, из которых это все сделано, или ощущение, как заходишь в пещеру. То у них есть это дано, они знают, как создать эту атмосферу. И если с таким человеком вы работаете, например, я работала с таким человеком, она была заведующая нашего детского сада, это в городе Волжском даже могу сказать, и у нее родители умерли, когда она была молодая, ее воспитали тетя с дядей, и они умерли молодые, бабушка взяла опеку. Бабушка тоже ушла молодая, где-то 50 лет. Она была уже замужем, она рано вышла замуж. Муж погиб, и двое ее детей друг за другом ушли. Причем ее дочка работала там воспитательницей. Болела долго. Она у нее безупречный вкус, очень красиво одетая, очень опрятная такая особа. Еще одна способность этого человека – это чувствовать смерть. Чувствовать чужую смерть. Они чувствуют, что, идя на работу, например, вернуться, собаки не будет больше. Что собаку свою больше не увидят. Вот они это ощущают, понимают это почему-то. Хотя собака живая, здоровая, все хорошо. Возвращается, правда, она умерла от сердечного приступа. И когда один раз это сбывается, второй, третий, они уже уверены, что так и будет.
Если они почувствовали, что, например, с этой коллегой последний раз видятся, там могут обнять, попрощаться с ней, никто не понимает странного поведения. А потом действительно ее не стало. Ночью там приступ какой-то был, увезли в больницу, она умерла. Они чувствуют смерть другого, чувствуют чужую смерть, ощущают они это. Ее приход, дыхание. Как это происходит, они объяснить не могут. Ничего там не показывается, никто не говорит, не разговаривает с ними. Но они ощущают, что последний раз видят человека или животное, и так и происходит. Даже могут посмотреть на дом и подумать, что это последний раз они этот дом видят, вернуться обратно, а дом сгорел. Вот это чутье у них есть, у этих людей. Чаще всего эти люди перед смертью кого-либо из близких видят огонь во сне. Пожар или огонь. Как правило. Ну, бывает и исключение, естественно. Но чаще всего они видят пожар или огонь. И в скором времени кого-нибудь из близких не становится. Или они видят в огне этого человека, или просто видят огонь. И предчувствуют чью-то смерть из близких. И так и происходит. Итог этих людей, если жить с этим клеймом, это одиночество. Это одиночество и смерть в одиночестве. Потеряв всех, похоронив всех по разным причинам, эти люди уходят в мир иной в одиночестве. И, как правило, даже свое имущество, свою собаку, свои вещи завещать некому. Не потому, что они плохие или у них характер тяжелый, а потому что все, кого они любили, просто умерли. Возможно ли это остановить? Это нужно остановить. Если у кого-то это есть, это нужно остановить. И это остановить невозможно самому человеку. Печати, клеймо, метки снимают только профессионалы, настоящие профессионалы, которые действительно могут снять. Как происходит? Они отмаливают это дитя у смерти. Просят. Очень опасно незнающему человеку или не понимающему в этом человеку лезть и пытаться спасти. Даже делать вид, что спасают. Потому что они могут уйти следом. Это один из самых опасных печатей, снятие которых чревато. Чрезмерно чревато для человека, который имеет или малый опыт, или вообще ничего не понимает в этом. Потому что смерть свое дитя просто так не уступит и не отдаст. И это должен быть очень сильный практик, уверенный в себе и бесстрашный человек, который вяжется в эту борьбу, победит и вытащит человека с того света, поможет, остановит эту цепочку смертей. И в любом возрасте у этого человека перестанут умирать близкие, родные, друзья, любимые. Все, кто ему дорог, близок, и всех, кого не хотел бы потерять. Конечно, лучше это снять в молодости, хотя бы или в среднем возрасте, насколько это возможно. В раннем возрасте, когда жизнь еще впереди, еще можно спасти, еще возможно жить. Потому что если это женщина, то у нее все мужья уходят. Многие путают это с печатью черной вдовы. Это не всегда так. Это совершенно разные печати. И берутся снимать печать одиночества. И тоже могут прогадать. Вот откуда рассказы о том, что ведьма, там, колдун, снимая там какое-то проклятие, порчу, вот сам умер. Потому что эта ведьма или колдун либо не были ведьмой и колдуном, а просто играли роль. Либо опыта не хватало понять, что это не одиночество они снимают, и не вдовью долю, а как раз печать дитя смерти. И это не снимается, это
заканчивается, закрывается, отмаливается у смерти. Это так условно мы говорим, снимать. И этот так называемый практик, если он им не являлся, но себя так выставил в этом качестве и попытался помочь и ушел. Это неудивительно, потому что вмешался в дела смерти. А смерть – это не та сила, от которой ты отделаешься легким испугом. Она точно так же устранит и уберет тебя, как и устранила, убрала всех, кто окружал этого человека, для того, чтобы этот человек остался только с ней. Это же ее дитя. Вот о чем речь. Итак, я надеюсь, что моя лекция еще об одной печати вам пригодится и вам на пользу. Хочу, чтобы сразу же не приписывали себе все, у кого кто-то умер, или кто узнал где-то в каких-то этих приметах себя. Это не факт, что у вас именно эта печать. Если 90% из всего сказанного мной совпадает с вашей жизнью, тогда да. Тогда вы себя узнали. И еще раз говорю. Чувствовать смерть, видеть чью-то смерть. Просите, человек не умер. Обидчики умерли, близкие умирают. И все остальное, что я перечислила. Это не говорит о какой-то силе, о какой-то колдовской силе или даровании, как вы любите говорить. Нет. Это говорит о том, что смерть вас выбрала как свое дитя. И пока не отмолит, не попросит ее отпустить свои когти от вас. Да, она вам даст славу, деньги, возможности, карьерный рост. Но у вас будет полное одиночество, и будете терять любимых. Вопрос возникнет, а если эта печать закроется, уйдет, там, снимут, что теперь, я все потеряю, и карьерный рост, и деньги? Нет. Если вы талантливый человек, любите работать, вы всего этого добьетесь. Ведь смерть дает вам это тоже не просто так, с воздуха. Это благодаря вашему таланту и трудолюбию. А смерть дает только удачу в этих делах. Но эту удачу можно попросить уже у сил удачи, у других сил, отсекая силу смерти, останавливая погибель любимых людей. Удачу можно уже просить и у других сил. Они тоже дарят удачу. И та удача не зловещая, и та удача не взамен на жизнь ваших близких. Вот в чем разница. Итак, дорогие друзья, еще раз напомню, что те, которые хотят понять, изучить, просмотрите печати «Ведьмина изба», клеймо «Ведьмина изба», метка ангела смерти «Ведьмина изба». Вам будет интересно, потому что до меня никто эту тему не раскрывал. И после меня не раскроет как нужно. Лишь скопировать могут. Но вам это полезно знать. Потому что вся наша жизнь состоит из всего этого. Никуда не убежать, не избежать. Может быть, вы узнаете даже своих родных и близких, или знакомых людей. И наверняка не ошибетесь. Потому как многие люди, которые приходят к ведьмам, в основном приходят с этими печатями, сами не подозревая, что оно у них есть, и они с этим родились. Им почему-то кажется, что кто-то сглазил, кто-то что-то пожелал. Нет. Просто у каждого свой срок, когда эта печать активизируется. Вот и все. Оно может начаться в 40 лет, в 50 лет. Человек подумает, как? Я нормально жила, все было хорошо, а потом раз, и все теряю. Активизировалась. Какая-то из этих печатей. Она была, но она спала. Вот какой-то случай, какой-то толчок, и он сработал. И все. Это как рычаг вот этот включился, мотор, и больше не остановишь. Пока профессионал не придет и не остановит это все. А иначе он перемолит и просто всю твою жизнь уничтожит вместе с тобой. Желаю вам удачи, всех благ.
И всего хорошего.